Объекты НАТО и столицы Европы под прицелом. Время подлета российских ракет может сократиться до нескольких минут. Решение за Путиным. Кремль срочно обратился к Западу. Что решили? Немцы не готовы воевать за Германию, если на нее нападут. Громкий опрос потряс ФРГ. Кто выступает против взятия оружия в руки и кто, наоборот, требует этого? Детали. На Западе призвали Зеленского свыкнуться с потерей территорий. Дерзкое заявление президента и генерала НАТО. Зеленский на границе с Россией заявил о будущей победе в битве с РФ. Когда это произойдет и почему назвал узбеков, таджиков и китайцев участниками войны против Украины. Масштабная охота на коррупционеров и зачистка неугодных в России, а также грандиозная премия от компании. Кто заплатил 29 миллиардов долларов, чтобы начальник не уволился, а наоборот ужесточил контроль? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Новая связь Москвы и Иерусалима. Путин созвонился с Нетаньяху. Переговоры состоялись накануне. О них сообщил Кремль. Сухо, коротко и без деталей. При этом канцелярия израильского премьер-министра также не комментирует прошедшие переговоры. Отмечу, за последнюю неделю Путин набирает премьера Израиля уже во второй раз. Так, 28 июля они обсуждали обстановку на Ближнем Востоке. Тогда Путин предложил Биби посредничество Москвы в урегулировании конфликтов вокруг Сирии и Ирана. Тем временем президент Израиля Ицхак Герцог отправился на переговоры в Литву. Встреча с его литовским коллегой Науседой началась под выкрики протестующих и звуки барабанов. У президентского дворца в Вильнюсе, а также в центре города собрались активисты, недовольные сотрудничеством Литвы с еврейским государством. Они держали плакаты с надписями «Стоп оккупации», «Стоп геноциду», «Не жать рук, запятнанных кровью», «Позвольте Газе жить». Протестующие обвиняли Израиль в военных преступлениях и требовали прекратить поддерживать государство, проводящее, по их мнению, геноцид в Газе. Несмотря на протесты, диалог президентов состоялся, но Науседа подверг жесткой критике действия Израиля в секторе Газа, заявив, что использование голода в качестве политического или военного инструмента неприемлемо. Гуманитарная ситуация в секторе Газа остается трагической. Я призываю Израиль принять срочные меры для разрешения гуманитарного кризиса, обеспечить достаточный доступ и распределение гуманитарной помощи среди мирного населения сектора Газа, особенно женщин и детей. Герцог при этом не смолчал на обвинения Науседы и в ответ вспомнил о заложниках Хамас. Я хочу показать вам фото Эвьятара Давида. Он – молодой израильтянин литовского происхождения. Израильтянин, видео которого 2 дня назад выпустил Хамас. Посмотрите на руку его похитителя, какая она мясистая. Нужно добиться освобождения всех заложников и вернуть их домой. Это ключ к любому решению кризиса на Ближнем Востоке и в секторе Газа. Штурм границы, попытка прорыва и новое наступление. Внимание Украины и России приковано к новой точке на линии фронта. Это контрольно-пропускной пункт Гоптовка на российско-украинской границе, Харьковская область. Россияне заявляют, что КПП теперь находится под их контролем в результате внезапного наступления. В сети даже публиковались кадры боев, как утверждалось, за этот погранпереход. При этом информация исключительно от Z-военкоров. Российская Минобороны не сообщает о Гоптовке как о новой территории, которая перешла под контроль ВС РФ. Последнее упоминание лишь за ноябрь 2024 года. В Украине при этом информацию о захвате КПП опровергают, но подтверждают, что штурм таки был. В результате бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали более 10 захватчиков, а десятки других сбежали обратно в Россию. КПП «Гоптовка» находится под полным контролем сил обороны Украины. Спасибо 58-й бригаде за защиту границы. Слава ВСУ! Отмечу, что Гоптовка находится лишь в 7 километрах от территории, которую в Харьковской области контролируют силы армии России. Об этом говорят карты мониторингового канала Deep State. В Украине заговорили о завершении войны. У мира появится возможность положить ей конец уже на этой неделе. В этом уверены на Банковой. Там напоминают, что остаются считанные дни до окончательного решения Трампа по России. Конечный срок его ультиматума Путину истекает, а прежние заявления американского президента должны быть подкреплены решительными действиями, чтобы война закончилась. Об этом в своей статье для Вашингтон-Пост пишет правая рука Зеленского, глава офиса президента Украины Ермак. Он считает, что
Россию можно остановить. Для этого необходимо ввести целенаправленные санкции против ВПК РФ, полные санкции на Росатом, Роскосмос, ограничить доступ России к международным финансам, погрузить страну в полную экономическую блокаду и ударить по третьим странам, которые помогают ей. Победить в этой войне с помощью оружия и на поле боя невозможно. В этом уверен президент Чехии Петр Павел. США и Европа при этом не смогут бесконечно помогать Украине воевать с Кремлем. Поэтому Путина надо усадить за стол переговоров. Об этом Павел заявил в интервью BBC. Он считает, что надо реально смотреть на вещи, ведь затяжная война — это еще больше жертв на фронте и среди мирного населения, а также удар по экономикам Киева и его партнеров. С одной стороны, говорит Павел, есть убежденность, что надо продолжать военную помощь Украине, но очевидно, что это война, которую невозможно выиграть на линии фронта. Он также, как и Ермак, считает, что по России надо бить санкциями. Также Петр Павел фактически заявил, что Украина не сможет выйти на границы 1991 года, а для того, чтобы государству сохраниться, Зеленскому нужно согласиться на потерю территорий, которые контролирует сейчас Россия. Даже при всей поддержке Запада Украина не способна в короткие сроки освободить оккупированные территории без огромных потерь среди мирного населения. Мы хотим, чтобы Украина выжила как суверенное, независимое государство. Если ценой за это станет то, что часть ее территории останется оккупированной, пусть так. Но мы никогда не признаем, что эти оккупированные территории законно принадлежат России. В феврале этого года Зеленский уже отвечал и Кремлю, и Западу, что юридически Украина никогда не признает украинские территории российскими, ведь таким образом будет нарушена в том числе и Конституция Украины. На новое заявление президента Чехии Зеленский пока не реагировал. Накануне он отправился к украинско-российской границе. В его офисе отчитались о поездке на Волчанское направление. Это Харьковская область. Оттуда считанные километры до российской Белгородской области. Да и часть украинского Волчанска занимают войска Путина. Уже там Зеленский заявил, против Украины воюют не только россияне и граждане КНДР, но и передал послание президентам стран Центральной Азии и не только. Слушал доклад. Понимаем, что очень непросто, но вы ведь украинцы, боретесь. Как командир сказал, и таджики, и узбеки, и китайцы. Все уже тут. И пакистанцы. А еще Зеленский часто записывает обращения у Стеллы на въезде в города на востоке Украины. Так, на фоне такого въезда в Харьков накануне он заявил, что Украина победит в битве с Россией. Предлагаю послушать. Тут в Харькове бачили сегодня с хлопцами. Здесь, в Харькове, сегодня встречались с очень юными ребятами и девушками. Но они уже знают, чего хотят, какими хотят быть, и что их выбор — это Украина, независимая Украина. Мы все боремся за одно — независимость для Украины. И это битва, которую еще предстоит выиграть, всем вместе, всем украинцам и украинкам. Абсолютно уверен, что мы это сделаем. Украина всегда будет независимой, всегда будет сильной. Еще одна из обсуждаемых тем – будущая встреча Путина и Зеленского. В Кремле накануне вновь заявили, что она может состояться, но есть условия, и в Москве их озвучили. Вся подготовительная работа для такой встречи пока не сделана. И хочу вам напомнить, что сам президент постоянно не исключает возможность проведения такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и будет преодолено должное расстояние. В Киеве назвали слова Пескова очередным затягиванием времени и попросили конкретики, иначе это пустые разговоры, считает Ермак. Мы благодарны президенту Дональду Трампу за его последовательность в стремлении завершить войну, а также за желание ускорить эту встречу. Если вопрос только в подготовке, это точно не к нам. Мы готовы хоть сейчас. А вот бесконечное «не исключаем», без конкретной даты, неприемлемо. В то же время Россия заявляет, что Лондон хочет подставить Москву и тем самым вынудить Вашингтон, а точнее Трампа, принять максимально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов. Для такой подставы, как утверждает СВР России, будет нанесен удар по ее теневому флоту. В заявлении разведки прописаны два варианта. Произойдет либо авария танкера, например, в проливе, что приведет к разливу нефти и блокировке фарватера, либо теневой танкер внезапно загорится при отгрузке в порту дружественного России государства. Это была цитата. Именно это, как утверждает СВР, а не действия Путина, разозлит Трампа, и он решится на санкционный удар.
Не их война. Большинство немцев не готовы защищать свою страну с оружием в руках. Громкий опрос потряс Германию. Больше половины граждан, 59%, не готовы оборонять свой край, даже если на страну нападут. Только каждый шестой готов воевать безусловно. Результаты опроса социологического института Форса говорят о том, что среди мужчин не готовы защищать страну 46% опрошенных, среди женщин 72% опрошенных. В возрастных группах больше всего не готовых к обороне среди тех, кто уже для нее и не годится. Это люди старше 60 лет. Интересно, но немецкие пенсионеры при этом хотят, чтобы молодежь обязательно служила в армии. На вопрос, нужна ли обязательная воинская служба, если в Бундесвере недостаточно добровольцев, утвердительно ответили 59% опрошенных, 37% отрицательно. Больше всего противников призыва среди молодых людей, 61%, на которых он потенциально и распространится. Больше всего сторонников призыва, 67%, среди людей старше 60 лет, которых уже не призовут. И еще немного интересной статистики. 72% немцев не верят, что в ближайшие 5 лет на Германию кто-либо нападет, однако больше половины уверены, что Берлину придется оказать военную помощь другой стране-члену НАТО. Напомню, что часто именно немецкая разведка заявляет о том, что Россия готовится к нападению на страны НАТО и будет к этому готова до конца этого десятилетия. В России эти заявления опровергают. Напомню также, что канцлер Мерц неоднократно уже заявлял, что хочет сделать армию Германии самой сильной в Европе, а поэтому правительство увеличило оборонный бюджет. Кремль проводит масштабные чистки во власти. Только с начала этого года возбуждено почти 100 уголовных дел о коррупции против депутатов и высокопоставленных чиновников, сообщает «Новая газета Европа». Количество таких дел резко возросло после начала войны России в Украине. В первую очередь под удар попадают чиновники ранга не ниже замруководителей федеральных и региональных структур, мэры крупных городов и их заместители. Основные мишени – силовые структуры, строительная сфера, ЖКХ и промышленность. По словам адвокатов, коррупционные дела все чаще проходят по ускоренной и формальной процедуре. Эксперты связывают волну арестов не столько с борьбой с коррупцией, сколько с внутривластными чистками, перераспределением ресурсов и устранением неугодных фигур. Практически 2 недели безуспешных поисков. Беспрецедентная спецоперация в Казахстане не дает успехов. Уже 12 дней там не могут найти ответов о причинах загадочной авиакатастрофы военного вертолета. К тому же не могут найти ни вертолет, ни экипаж. Поиски идут круглосуточно. 330 человек, дроны, эхолоты, авиация, спецтехника – все брошено на то, чтобы найти хоть какую-то зацепку. Машина пропала с радаров еще в конце июля, и с тех пор ни сигнала, ни обломков. Параллельно продолжается техническое расследование. Комиссией изучаются документация по подготовке и эксплуатации воздушного судна, материалы от правоохранительных органов и авиационных служб, метеорологическая и орнитологическая обстановка на маршруте вертолета и другие факторы. Спецоперация по поиску исчезнувшего вертолета проводится в Алматинской области. Судьба 3 членов экипажа вертолета ЕС-145 неизвестна. Вертолет предположительно исчез над водами Сарбулакского водохранилища, технически сложного объекта. Сарбулак, напомню, крупное озеро-накопитель сточных вод. Поисковые работы осложняются из-за непростого подводного рельефа и заиленности дна. Глубина немаленькая, до 22 метров. Видимость нулевая, сообщает Минобороны Казахстана. Европейские столицы под прицелом. Время подлета российских ракет может сократиться до нескольких минут. Жесткий ответ России Западу. Москва приняла решение и отказывается от моратория на развертывание ракет средней и малой дальности наземного базирования. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ. Такое решение ведомство объяснило наращиванием в прилегающих к России регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов со стороны коллективного Запада. Это была цитата. В 2019 году США вышли из договора, обвинив Москву в его нарушении из-за создания крылатых ракет 9М729. Россия, в свою очередь, критиковала развертывание пусковых установок МК-41 в Румынии. В дальнейшем, говорится в заявлении российского МИД, решение за Путиным. Именно он будет принимать шаги по возможному размещению ракет на основе анализа развертывания американских и других западных РСМД. Возможны ответные шаги военного характера. МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной с соответствующими ранее принятыми самоограничениями.
Tesla утвердила Илону Маску премию на 29 миллиардов долларов, но с условием. 96 миллионов акций на такую сумму звучит как мега-премия, но это не подарок, а сделка на жестких условиях. По сути, это золотая клетка. Чтобы получить акции, Маск должен остаться у руля компании до конца 2026 года, активно управляя Tesla. Напомню, в начале 2024 года суд штата Делавэр аннулировал его предыдущую рекордную выплату на 50 миллиардов долларов, назвав ее несправедливой по отношению к другим акционерам компании. Якобы совет директоров действовал в интересах Маска, а не компании. Маск подал апелляцию, утверждая, что суд переиграл. Tesla сейчас не просто производитель электромобилей. Маск переводит фокус на роботакси и гуманоидных роботов, превращая компанию в ИИ-гиганта будущего. Доля Маска в Tesla около 13%, и новый пакет акций должен не просто поощрить его, а усилить его контроль в компании. Друзья, спасибо вам за просмотр и хорошего вам дня. Всем вам таких премий. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.